Неделю назад Джек, он начал часами просиживать на подоконнике и смотреть куда-то в сторону соседского дома. Хозяйка думала, что собака просится гулять, но настоящая причина была в другом. Когда Наталья ее узнала, ее душа ушла в пятки. Сначала женщина думала, что Джеку не хватает внимания. Ведь она жила одна, работала сутками и в последнее время мало уделяла внимания собаке. Прошло уже несколько недель, а Джек по-прежнему не отходил от своего наблюдательного пункта. Что или кто прятался на соседнем участке? Если это не кошка, не птица и не человек, то что тогда? Женщина твердо решила разобраться с этой загадкой и даже взяла выходной. К счастью, у нее это получилось, а результат поразил всю округу. Наталья села рядом с Джеком и начала наблюдать за улицей и соседским домом. И, наконец-то, она заметила. На окне соседского дома сидела кошка. Но все оказалось не так просто. Животные почти не смотрели друг на друга, но часами просиживали на подоконнике. Женщина взяла собаку и вышла на улицу, чтобы осмотреть все на месте. Она пошла в направлении соседского дома, куда смотрел Джек. Наталья решила зайти к соседу и узнать, может, он знает причину странного поведения их любимцев. Оказывается, сосед тоже заметил, что его кошка днями и ночами сидела на подоконнике и отказывалась уходить оттуда. Но причин такого поведения он не знал. Вдруг снаружи раздался какой-то глухой стук. Джек и соседская маркиза тут же уставились в одну точку за домами. На заднем дворе стояла большая железная бочка. Пошевелить или сдвинуть ее мог только взрослый человек. Соседи побежали на задний двор. Тяжелая железная бочка валялась на земле. Но то, что не увидели через минуту, потрясло их еще больше. В кустах мелькнула тень. Кто-то быстро убегал вглубь сада. Кто это? Зачем он сломал дверь в сарае у Натальи? Тяжелая бочка валялась на земле. Кто ее опрокинул и зачем? Тут Наталья уже испугалась по-настоящему. Она позвонила брату в полицию и попросила срочно приехать. Видимо, брат не сильно встревожился за сестру, поэтому приехал он только к вечеру. К этому моменту взломщик уже давно убежал. Обход района и опросы с соседей по улице ничего не дали. Полицейские уже собрались уезжать. Но тут дверь дома резко распахнулась, и Джек пулей понесся в сторону сарая. Люди кинулись за собакой. И тут они услышали страшный рык. То, что не увидели, оказалось гораздо опаснее обычного садового воришки. Под сараем сидела медведица с медвежатами. Теперь стало ясно, кто опрокинул бочку и сломал двери. Полиции пришлось вызывать охотников. В результате все закончилось удачно. Зверей усыпили и вывезли подальше в лес. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.